Сынок, поздоровайся со зрителями. Всем привет! Пора, мы грустные, расстроенные. Сейчас расскажу почему. Привет всем, вы на канале «Замуж в Индию». У нас сегодня последний день, буквально через несколько часов мы сядем в поезд и поедем обратно в Матеран. И вот сейчас мы на завтраке в нашем отеле в Колве, в Гоа. Мы уже много раз и раньше останавливались в этом отеле. Просто можно остановиться, снять номер, а можно с завтраком. Но Парам решил доплатить, чтобы было завтраком, чтобы, знаете, уже с утра не заморачиваться, нигде ничего не искать, а здесь в отеле прямо плотненько, максимально плотненько поесть. И вот посмотрите, что нам принесли. Артур, даже вы вилку не дали. Я смотрела, как Артур пытался ложкой схватить арбуз. Единственное, что здесь вызывает, да, желание съесть. Говорит, блинчики сегодня у нас на завтрак и пури баджи. Вот какие блинчики. Вот один блинчик, вон у Парама второй блинчик. Парам, give for Артур pancake. В различных отелях завтраки бывают разные. И чтобы вы понимали, почему я расстроилась, потому что раньше вот здесь, вот на этом столе было разложено много блюд. Здесь был буфет. Огромный выбор и набирай сколько хочешь. А сейчас вот видите, вот так вот, видимо, клиентов нет. Сейчас поплаваем в бассейне и в путь. Мне надо будет еще кое-что купить. Я вчера вечером, после того, как мы посещали квартиру, еще поснимала немного видео. Мы заходили в супермаркеты для того, чтобы купить как стратегический товар. То, что я не смогу купить у себя в Матеране. Так вот, сейчас я вставлю это видео. И потом нам еще сегодня тоже нужно кое-что докупить. То, что мы не успели вчера. Зашли в супермаркет в Гоа, и вот посмотрите, что мы набрали. Ну, набрали, это громко сказано. Где Парам? Я сейчас выбираю то, что я не могу купить у себя в Матеране. Майонез. Майонез с яйцами. В принципе, я сама могу делать майонез, но вот я его редко ем. Артур не ест, Парам не ест. Поэтому, вот, чтобы дольше хранился, я предпочитаю покупать, чем делать. Вот такие вот маринованные огурчики. Как они соблазнительно выглядят. И вот Артур свои любимые чипсы купил. Ищем еще нутеллу. No нутелла. Парам уже спросил. Говорят, нет нутеллы. Что еще? Краски для волос. Color for my hair. Так, Артур, посмотрите, что для котов. Артур, они сухой корм едят прекрасно. Артур хочет котам подарок привезти с Гоа. У папы спроси, Артур. У нас и так они нормально питаются курицей, сухим кормом, рыбой. Нашла отдел, где продаются шампуни, различные бальзамы, все для волос, а также здесь продаются краски. Я имею некоторые сложности в Индии, так как здесь в основном все индианки темненькие, редко где можно найти подходящую для меня краску. Поэтому вот если я нахожу, я обязательно покупаю. Ну это не совсем то, о чем я мечтала. Но возьму, пусть будет. Выбор небольшой, даже здесь в Гоа. L'Oréal, Гарниер. Возьму вот этот вот Гарниер. Так, что еще нужно обязательно купить в Гоа? Так, это орешки кешью. Парам покупает несколько пачек для нас, для Нихи, для Ракешбая. Ракешбай — это владелец Парабхауса. И вот еще сейчас сладости смотрим. Кстати, по ценам кешью здесь стоит даже дороже, чем, например, вот у нас в нашем районе, в Димарте, где мы обычно покупаем орехи в супермаркете. Там дешевле стоит, но несмотря на это, считается, что здесь хорошее качество, самые лучшие, самые вкусные, самые полезные, так как произрастают в Гоа. Я не знаю, мне сложно сказать, я, честно говоря, не ощущаю особой разницы, но вот индийцы все гурманы и обязательно вот даже и просят или намекают, чтобы кто едет в Гоа, привез обязательно в качестве
В качестве сувенира, никаких сувениров точнее не надо, а привезите кешью или еще кое-что, что я покажу позже. Сейчас как ливанет, это коротко про погоду в Гоа. Дожди еще не закончились. Сейчас будет гром. Ну, давай, для зрителей. Погода в Гоа. Как мы вовремя заскочили. Как мы вовремя заскочили в отель. Если бы такой ливень нас достал в дороге, лакала моя камера. В первую очередь о ней беспокоюсь. Ау, парам, all day sun. All day, очень-очень неожиданно. Целый день солнце светит, а вечером гроза. Итак, давайте на старт, внимание, марш. Артур научился плавать в 5 лет в Палалеме. Потом уже в 6 закрепил в Турции. И вот посмотрите, как мальчик плывет быстрее отца. Делает большие успехи. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Артур. Артур, Артур. Парам, no, don't do like this. Посмотрите. Так намного быстрее получается. Парам. Ты посмотри, какой. Я думала наоборот, ну как будет немножко поддаваться. Но нет. Он еще и... Так что, Артур. Молодец! Аба! Ну вот, мои дорогие зрители, о том, что индийские туристы привозят из Гоа. Алкоголь. В Гоа нет государственного налога на алкоголь, поэтому он стоит здесь значительно дешевле. Сейчас я приведу примеры, чтобы вы поняли, насколько. Ну вот, например, водка стоит здесь 110 рупий. У нас в Матаране такая водка стоит 600 рупий. Ну, разница очевидна. Вот ром, здесь он стоит 220 рупий, в Матаране он примерно 700 рупий стоит. И видите, здесь даже специальная не бьющаяся тара, чтобы легко было транспортировать, не разбилась и не сильно тяжело было везти. Но вот есть такой момент, на одного взрослого можно взять только 2 бутылки алкоголя, точнее, можно здесь купить сколько хочешь, но вот именно чтобы вывезти отсюда, в поездах часто бывают проверки и могут крупно оштрафовать, поэтому по 2 бутылки алкоголя на одного взрослого. Парам сейчас выбирает алкоголь на подарки мужчинам из Матарана. Я не буду называть имена, я думаю, что им, может быть, будет неприятно, поэтому лучше не стану говорить, кому именно. Здесь в Колве, прямо рядом с морем, рядом с пляжем, классная детская площадка, огромная. Мы всегда, когда останавливаемся здесь, приходим сюда, чтобы Артур поиграл. Ну как классно, относительно. Артуру нравится, детям нравится, всегда здесь очень много детей. Ну что, Артур? Покажи класс. Говорит, я уже показал. Дубль 2? Нет? Я не успела снять, как он забирался. Итак, вот мы и на железнодорожной станции города Маргау. И у нас есть такое вот задание, испытание, не знаю, челлендж. Артур, расскажи нашим зрителям, что нам нужно сделать, куда нам нужно успеть обязательно. В школу, да. В Индии поезда часто задерживаются, ну, наверное, правильнее сказать, поезда конкретно опаздывают, но так как и наш состав формируется здесь, на этой станции, у нас есть надежда, у нас есть шанс, что он прибудет вовремя, и тогда мы успеем ночью и сможем собрать Артура в школу завтра. Здесь прямо на станции продается одежда, ну, здесь есть и мужская, и женская, для девочек, для мальчиков. Как бы ничего особенного, но вот для Артура мы здесь иногда подбираем. Что, допустим, смотрите, симпатичная футболочка. Здесь есть даже и на Артура размерчик. Цена 250 рупий. Сейчас я еще посмотрю, но этот вариант мне нравится. И хочу вам сказать по поводу школы. Вы мне в комментариях часто пишете, мол, Наташа, почему Артур постоянно пропускает занятия, только вы где-то путешествуете, а как же школа, как же учеба? Вот это мне понравилось. Сейчас Артура позову, пусть он посмотрит.
Не понравилось Артуру футболка, что не понравилось вообще? Ну ладно. Значит, и не только мне вы пишете такие комментарии, я и у других блогеров читаю, не обязательно из Индии, вот в других семьях таких вот интернациональных попадаются. Вот хочу объяснить не только за себя, но и за многих других, чтобы вы понимали, что мы, блогеры, снимаем видео, когда вот мы куда-то уезжаем, куда-то выезжаем, мы снимаем видео по максимуму. Например, я иногда могу в день 2 видео снять. И там, допустим, в течение меньше недели, сколько вот нас не было, я наснимала видео почти на месяц. И вот вы смотрите эти видео, а я уже тем временем нахожусь дома и занимаюсь рутинными делами. Ну и, соответственно, ребенок ходит в школу, занимается своими рутинными делами. Houses coming, да, Парам, in time. Состав подали вовремя. И посмотрите, какая погодка. Нас провожает дождь с грозой, ливень. Парам, я же видео снимаю, говорит, может быть, я здесь и переоденусь. Ну, переодевайся. Рядом с железнодорожной станцией сколько людей спит. Артур, пока успеваем. Сейчас, если такси вовремя приедет и отвезет нас в Матаран, то в школу успеваем. Вот, даже здесь, посмотрите, люди спят. На таком небольшом островке. На тротуарчике посреди дороги. Сейчас сюда должно подъехать такси. Сейчас 4:20 утра. Такси нас довезло до Матарана, сейчас без 10:06. Ребята, я просыпаюсь обычно, когда собираю Артура в школу, в 6 часов утра. Сейчас без 10:06. Либо идти пешком, либо ждать рикшу. Парам позвонил. Вообще обычно в такое время водители спят, но один мужчина пообещал, что приедет. Сидим, ждем. Я уже в напряжении. Артур уже взбодрился, уснул в такси. Артур, как ты? Переживаешь, волнуешься? Ты не особо. Артур, ты у нас как папа. Спокойный, как удав. Вот что. Говорит, что как папа. Слава Богу, приехал почти вовремя. Джимми. Парам еще с вечера вчера созвонился с нашим помощником Самиром, чтобы тот купил все необходимое и оставил у нашего соседа. Все необходимое для того, чтобы приготовить завтрак Артуру. Артур, иди бегом, принимай душ. И самая главная ответственность лежит на мне. Мне сейчас надо бегом приготовить Артуру завтрак. Бегом погладить ему форму, помочь собрать портфель и отправить в школу. Так, все, пока выключаем. 7 часов 10 минут. 8 часов начинаются занятия. Успеваем. Да. Челлендж пройден. Пока, коты. Пока, Джимми. До скорой встречи. И снова. Да. Похоже, она беременная. Вот посмотрите, сегодня погода пасмурная, и те дни, когда мы отсутствовали, тоже солнца не было, иногда шли дожди. Вот, ну и, соответственно, сырость, влажность. И вот я вам сейчас кое-что покажу. Обещаю, что больше к этой теме я не вернусь, что действительно многим на это смотреть неприятно, но просто считаю, что кому-то, возможно, это будет полезным знать. Итак, внимание, слабонервным не смотреть. Вот полочка, которую я совсем недавно помыла, обработала уксусом, обработала хлор с содержащими веществами, промыла под проточной водой и потом сушила под палящим солнцем. Тогда как раз погода была. И вот что с ней стало. Наша песня хороша, начинай сначала. Так что, друзья, вот с такими проблемами сталкиваются люди, которые переезжают в страну с таким вот влажным климатом, где муссоны
Имейте в виду. Ну что, мои дорогие зрители, есть и хорошие новости. Парам good news, да? Хорошая новость в том, что уже вот-вот, ну, можно даже сказать, уже процесс пошел, процесс строительства лестницы. Напоминаю, мы хотим заниматься строительством дополнительных 4 номеров на 2 этаже. Вот не 4 этажей, а 4 номеров. Я как-то оговорилась, потом не могла понять, откуда такие комментарии. 4 этажа, потом пришлось пересмотреть видео, и тогда я как поняла. Так вот, друзья, уже все вот эти вот Питры-Пакши закончились. А я, по-моему, кстати, на видео не говорила, что во время поминальных дней в Индии стройка не могла начаться. Обязательно нужен там особый день, когда совершается специальный религиозный ритуал. Это у индуистов разбивается кокос на удачу, чтобы все прошло хорошо. И вот как бы этот день настал. Ну, я вам, наверное, уже покажу уже результат. Я сейчас возьму небольшой тайм-аут. Несколько дней мне некогда будет вообще, в принципе, снимать видео. И вот как раз через несколько дней, я думаю, что уже будет что показать. Вот, кстати, кто не знаком, это Самир. Самир, хай. Вот, наш помощник. И все дни, когда мы отсутствовали, он занимался клиентами. Да, и еще я хотела вам уточнить, я сейчас пересмотрела видео, что я уже успела рассказать по поводу Артура, по поводу школы. Я же не сказала вообще, почему, в принципе, да, вот такая необходимость у нас возникла, вот эти вот челленджи устраивать. Да, можно было бы, чтобы ребенок пришел домой и лег спать. Но нет, вот мы даже, видите, на такси можно было сэкономить денег на электричке, проехать там за 100 рупий, а так 1500 пришло. Ну, в общем, друзья, значит, объясняю, что здесь у нас в школе, ну, я так думаю, что во многих индийских школах такие вот правила, что если ребенок отсутствует до 3 дней, можно отделаться запиской от родителей. Парам написал записку, а если больше, то уже нужна справка от врача. Вот такие вот здесь строгие правила. Парам, как мы приехали, даже еще душ не принимал, потому что вот у него генеральная уборка номеров, но они вдвоем с Самиром этим занимаются, все вытирают, все протирают. Надеются, что дожди скоро закончатся. И, ну, я тоже, кстати, завтра уже начну этим заниматься. Надеюсь, что завтра погода изменится и удастся все просушить. Вот посмотрите, на шторе красная. Догадайтесь, что это? Я не догадалась сначала. Парам мне объяснил. Парам, расскажи. Ну, я бы не догадалась. Ну, Парам, ну а как, что ты не поняла? Это ж понятное дело, что вот девушка, получается, подошла к зеркалу, смотрится в зеркало, но, видимо, перед сном или перед тем, как поцеловать любимого мужчину, решила вытереть губки, почистить от помады. Ну и вот таким вот нехитрым способом. Ну, я бы не догадалась, а Парам сразу понял. Он понимает менталитет индийских женщин. Угу. Ну все, мои дорогие зрители, будем прощаться. Люблю, целую, обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.